Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спартак Суббота, как обычно, по средам. Спартак, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Всем большое спасибо, что присоединяетесь к нам в день смеха, день дурака, день хорошего настроения. Знаете, о дурачествах мы, конечно, поговорим, но на таком уже очень серьезном уровне, потому что уже, кажется, не до смеха. На самом деле, начать предлагаю, мы будем много говорить об Украине, но начать я хочу все-таки с ситуации по Ирану, которая вот по состоянию на данный момент. Трамп четко говорит, 2-3 недели. Знакомое выражение, правда? 2-3 недели, и вообще там уже нечем бомбить. Какие? Все отбомбили, все развалено, все разрушено. Причем интересно, что вчера вечером Ксир говорит, в общем, если продолжите, мы будем бить по Netflix, Google, Amazon, короче, по вот этим на Ближнем Востоке, в регионе, базам, серверам, в общем, там, где, в общем, находятся вот эти, так сказать, компании и их мощности. Ну, ему Трампу задают вопрос, так а что? Да, то есть они сейчас будут лупить? Он говорит, так а чем будут лупить? Пневматическими пистолетами. Ха-ха-ха. Но как-то, знаете, не до смеха было, потому что опубликовали сегодня утром ночные кадры после прилета по американской базе. Oh, there's. Oh. Are y'all good? Everybody's good? Everybody over here is good? Good. I saw that one come in. You guys all right? Everybody okay? Yeah. All right. То есть американский военный конкретно был рядом с зоной поражения. Там буквально 5 метров и, в общем-то, накрыло бы. То есть чем бить Ирану, есть чем продолжать войну. Как вы видите вот эту как бы игру Трампа риторическую? И, собственно, мы правда отползаем, и он правда все понял и просто делает хорошую мину при не очень хорошей игре и заканчивает с Ираном? Да, мы как-то с вами обсуждали то, что Иран является достаточно активным участником Ближнего Востока, и он не может просто не причинить дискомфорт всему региону. У него есть такие опции, и бить Ирану есть чем, даже если это не высокотехнологичная ракета, не играет роли. Проблема заключается именно в расположении. Мы понимаем, что проблема Ирана для мира заключается в том, что расположен Иран таким образом, что у него есть, как любит говорить Трамп, карта на руках, у него есть элементы давления. Чего нет в рамках элементов давления, это у США возможности диктовать условия за счет использования, например, натовских систем, потому что в Евросоюзе очень многие страны уже начинают как бы понимать, к чему это идет, они не видят мотивации, они отказываются от, мы назовем прямо это, соучастия, они отказываются от соучастия в этой бессмысленной атаке на Иран, потому что нет никаких бенефитов. Поймите, что для того, чтобы вести какую-то деятельность военную, должно быть хорошее, качественное, пускай и не объективное, но качественное оправдание. Нет никакого оправдания тому, что происходит, потому что пока что ничего не было выиграно. Идея того, там Трамп заявил буквально пару дней назад, что хочет получить нефть Ирана. Это совершенно новые какие-то задачи он поставил перед собой и о них заявил. Они выглядят сюрреалистично. То есть они не имеют никакого отношения к первоначальному плану, где мы хотим защититься, потому что они могут создать ядерное оружие. Получается так, что есть вот какой-то предикат, что-то, что должно объяснять, ну и там консеквент, то есть ответ. Они не бьются. То есть получается так, что то, что транслируется со стороны США, не бьется с деятельностью, которую США ведет. А что самое важное в этой истории, это Трамп перестал комментировать. Заместо Трампа начали комментировать другие люди. Потому что Трамп, наверное, начал догадываться, что его комментарии выглядят нелепо, у него нет аргументации. И если ты в поле, в социальном поле, имеется в виду в широком социальном поле, я не говорю там детский садик, школа, а там именно в широком социальном поле в мире, даешь тезисы, которые не дают оправданию твоим действиям, при этом ты подставляешь собственный народ. Трамп подставляет собственный народ. В этом вопросе у людей нет желания не воевать за Израиль, как сказали многие военные. Не все, конечно, многие военные. И нет четких причин продолжения атаки на Иран. Более того, Иран отказался принимать все 15 пунктов, которые отправят к нему США. Это удивительно, это нонсенс. Как долго Иран продержится, мы не знаем, но Трамп продержится явно меньше. Потому что вопрос активности и статуса Трампа сейчас
под вопросом, прошу прощения за тавтологию. Так, ну вот вы говорите, вот там не видят перспектив страны НАТО. Так четко обрисовал же перспективы Трамп. Сейчас вовсю, в общем, там увеличивается процент отмененных рейсов по причине авиакомпаний, по причине того, что керосина нет, ну, горючки, авиационного топлива. Ну, или оно очень дорогое, и как бы купленные заранее билеты, они вообще ничего не покрывают, поэтому как-то пытаются, в общем, перелопатить этот рынок, и он выходит и говорит, покупайте у меня авиационное топливо, или собирайте как бы ваши бригады, флот, и отправляйтесь, разблокируйте Ормузский пролив. Мне Ормузский пролив не нужен. Вроде бы как логичная мотивация, давайте как бы поднатужимся, но НАТО кидает Трампа, об этом вот говорит Хексит, говорит по поводу НАТО, решение будет как бы ну, в общем, на усмотрение президента, но я скажу, что много что стало очевидным, а правда много что стало очевидным. Значит, операция против Ирана обострила напряженность между США и Европой, это однозначно. Италия отказала в разрешении американских самолетов приземляться на авиабазе в Сицилии. Франция отказала Израилю использовать свое воздушное пространство для перевозки американской как бы, помощи по оружию и применения по Ирану. Испания, все знают, да? Что с Испанией, он с самого начала, премьер-министр, как бы сразу сказал, не-не-не, ребята, то есть в понедельник заявили о том, что закрыто воздушное пространство для американских самолетов. Израиль уже ввел, ну, не то, что там санкции, но, в общем, отменил оборонную торговлю между двумя странами, и Трамп взорвался гневом, пригрозил европейцам, в общем, отсутствием американской защиты. НАТО разваливается, Спартак, по поводу Ирана. Дойдет до какой-то критической точки, или, в принципе, мы в ней уже находимся? Как ваше мнение по этому поводу? Я наблюдаю так, что, знаете, есть в психиатрии несколько стадий, когда психическое расстройство дебютирует и становится, ну, таким кристальным психическим расстройством. Есть приморбидная стадия, это когда еще не случилось, но есть маленькие такие, знаете, как намеки. Вот там человек иногда начинает что-то забывать, но это вроде еще в рамках нормы. Потом начинает забывать чуть-чуть чаще. Перед Альцгеймером, перед тем, как у человека уже будет, там, скажем так, какие-то серьезные проблемы. Или, например, перед шизофренией у человека появляются вычурные мысли. И мы замечаем, что приморбидная стадия, она уже давно пройдена. То есть мы ее уже давно прошли. Потом начинается стадия продрома, когда уже на самом деле появляются серьезные такие вот звоночки о том, что психическое расстройство раскрывается. И мы наблюдаем сейчас, у нас вся стадия тогда продромальная, она уже активничает, и мы видим то, как мир относится, смотрите, не просто к США, как мир относится в целом к войнам. И когда мы говорим о том, как относится Европарламент, а потом мы говорим, как относятся страны Евросоюза. Люди, не путайте, пожалуйста, это тоже важно. Вот я видел это в комментариях. Путают Европу, там, Евросоюз и Европу как континент, Евросоюз и Европарламент. Европарламент имеет свою повестку. Когда сменится управление Европарламента, изменится повестка. Но страны Европы по отдельности декларируют совершенно другие ценности. Та же Испания, та же Италия, Польша, до Венгрии и Словакии, о чем мы только будем говорить. Это что примитивный базовый такой пример. Поэтому мы можем наблюдать, что единственный, кто хочет сохранить психическое здоровье вот этого персонажа под названием цивилизация, это государства, которые не хотят просто вступать в войну. Ни под каким предлогом. Они не только не хотят вступать, но и на фоне украинско-российской войны они понимают, что не просто вступать не надо иметь никакого отношения к этому. Не помогать ни одной из сторон. Украине же помогают, подождите. Украины же эти страны помогают, Украина на них опирается. Уже эти страны отменили помощь. Италия, насколько она сократила? Сколько осталось? Там 4% помощи, которая была? Ну, испанец миллиардик подкинул, когда Зеленский заезжал к его королю. Да, это на самом деле, это правда. Тут, вы, можно сказать, как бы подловили. Но проблема заключается в чем? Этот миллиардик подкинутый, он не решает всю ситуацию, потому что сама Испания сейчас в вопросах голосования, она не поддерживает идею
о помощи Украине в масштабах, которые были раньше. Потому что голосование в Европарламенте, просто нам, нам это в новостях не показывают постоянно. Но постоянно в Европарламенте проходит голосование. Товарищ, который работает в Европарламенте, мой товарищ живет в Испании, работает в Европарламенте. Она говорит: Спартак, каждый день какие-то обсуждения о помощи Украине, доставке какой-то гуманитарной помощи. Говорит, об этом никто не говорит, но Италия и Испания не поддерживают ее. То есть они голосуют против, они не воздерживаются, они голосуют против. На вопрос, почему, они говорят: давайте сначала разберемся с 90 миллиардами. Хорошо, давайте. То есть они тормозят процесс. Поэтому, ребята, не думайте, что Евросоюз сильно заинтересован в помощи Украине, потому что уже большинство стран глаза открыли. Они уже поняли, что происходит. Но вопрос только в том, как быстро это приведет в действие, этот механизм, скажем, бойкота, можем назвать это бойкотом, такой социальной изоляции Украины, потому что люди понимают, что это приносит проблемы. Мало того, что это приносит проблемы, это приводит к тому, что необходимо улучшить качество жизни граждан страны, собственное, потому что сейчас серьезный, упадок, очень сильный упадок. Смотрите, мы сейчас поговорим про Европу. У нас есть поводы поговорить про Европу. Я все-таки давайте с Америкой подведем определенную черту, промежуточную, штрихпунктирную, но тем не менее. Сейчас вообще на самом деле израильская тема в Америке набирает очень серьезные обороты. Такер Карлсон снимает фильм. Он показывает только фрагменты, трейлер, какие-то кусочки в соцсети у себя X, и всех отправляет на свой сайт. Это там, наверное, платная подписка, скорее всего. То есть, имеется в виду, что он посвящает целый фильм Биби Нетаньяху, его уголовным делам и, внимание, коррупции. Коррупции посвящает, в общем-то, к самого Нетаньяху, его уголовным делам. И, в общем-то, проводится красной нитью мысли, что пока война, пока там с Ливаном, пока с Ираном, пока, да, то есть Нетаньяху у власти, Нетаньяху ничего не угрожает. То есть личная мотивация конкретного, скажем так, руководителя. Интересно, что Нетаньяху как-то не принял Зеленского. Он вроде все страны объездил Персидского залива, со всеми там чего-то подписал, встретился с бойцами, которые... А к Нетаньяху не получилось. И, о удивление, если Зеленский может разрывать публично на Давосе, разрывать там публично того же Орбана, там целая история, тоже зацепим сегодня, когда Европу будем обсуждать, то Нетаньяху, ему задают четкий вопрос журналисты, включается 12-й канал израильский, мол, а что да как? Мы же там вроде как по телефону поговорили, каких-то нет релизов. Говорит, он балансирует между там Россией и Америкой, это его право. То есть фактически Зеленский признает право. В Америке поднимается волна против Израиля. Более того, подкрепляет это все непосредственно там, западная пресса не друзей Трампа. Более того, британцев, Daily Mail публикует, что Чарли Кирк убит не той пулей, потому что эта пуля не соответствует винтовке, который стрелял, по утверждению следствия. Тайлер Робинсон, это хлопец, который, собственно, это новый судебный документ, который убил, да, по официальной версии. Защита намерена использовать выводы эксперта как оправдательное доказательство, и пишет издание, что соответствующее ходатайство уже подано, адвокаты просят отложить предварительное слушание минимум на 6 месяцев, затягивается процесс. Короче, фигура Кирка здесь, или Кёрка, правильно, да, то есть она, вот с нее все началось, еще вот тогда. Это все быстро замяли, и вот израильский фактор, вот тут, наверное, требует отдельного комментария, потому что прикрывается храм гроба Господнего, тут же Пасха близится, то служить не дают, непонятно, что с благодатным огнем, вроде в каком-то оккупированном ограниченном виде, смогут отслужить и, в общем, забрать этот огонь, если он снизойдет, может же и не снизойти. То есть начинается очень серьезное противостояние с Израилем. Во что выльется, как вам кажется? Для того, чтобы противостояние с Израилем в что-то вылилось, кто-то, кто противостоит Израилю, должен что-то весить. Понимаете, да, к чему я клоню? К тому, что, например, Украина в данный момент не весит ничего. Она является
бомбой замедленного действия для экономических расследований, для всех. На Украине, смотрите, Александр, я скажу прямо свою позицию, и это то, что я наблюдаю, и то, что я обсуждаю с людьми, которые, скажем, в данный момент работают в офисе президента. Они говорят, что на Украине все поставили крест. Мы имитируем какую-то деятельность, мы говорим о том, что вот мы поехали туда, а там мы поговорили с Рубио, никто не говорил с Рубио, говорили с его помощниками. Мы поехали сюда, мы тут разговаривали с Урсулой, мы не разговаривали с Урсулой, Урсула нам сказала. Потому, то есть, понимаете, есть вот несоответствие того, чего мы хотим, с тем, что мы имеем. Я вам такую метафору приведу, может быть, немножко сложноватую, но я немножко объясню это. Есть в психиатрии есть такое расстройство, называется эротоманический бред Клирамбо. Эротомания. В чем суть заключается? Суть заключается этого расстройства в том, что человек, который смотрит телевизор, он абсолютно убежден, что вот эта звезда, певица какая-то, например, она его любит, и она ему подает сигналы через песни. Вот только что она, когда пела и смотрела в камеру, она смотрела именно на него. И у нас Зеленский сейчас живет в этом эротоманическом бреде Клирамбо, и вся страна живет в эротоманическом бреде Клирамбо. Потому что она, знаете, что думает? Только что Трамп сказал, что Ірану это з рук не спустять. Це означає, що Україна ніколи не буде зламана. И я говорю такое, как это? Ну, я спрашиваю реально такого вот украинца, который мне вот это заявляет. Я говорю, а как ты это связываешь? Он говорит, ну вот смотри, Иран связан с Россией, да. Победа над Ираном равно победа над Россией. Нарушение логической цепочки. Мало того, что проблемы с когнитивной сферой, то есть у нас это же когнитивные импотенты в государстве живут. Я не буду даже говорить про правительство. Правительство, если не когнитивный импотент, то просто преступник. А вот эти вот проблемы эротоманический бред Клирамбо, типа Трамп хочет Украине помочь. Урсула фон дер Ляйен сказала, что возьмет нас в Евросоюз. Нет, ребята, она вам сказала, что она вас не возьмет. Она мягко объяснила, почему. Там нам сказали то, что там вот Кая Каллас на нашей стороне. И понимаете, на самом деле сейчас украинские средства массовой информации пытаются найти хоть что-то в медиапространстве, что можно использовать, что будет якобы указывать на то, что про Украину говорят. Александр, Украина сейчас, это вчерашний день, сейчас есть проблемы посерьезнее, чем Украина. Ближний Восток. Как бы это сейчас болезненно для меня, как для украинца, не звучало, как бы это для вас, возможно, было неприятно. Но в рамках мира сейчас Украина является просто расточительным воришкой. Попрошайка и воришка. И вот этот вот попрошайка и воришка сейчас пытаются как бы сказать, смотрите, я такой, как и вы, у меня тоже есть проблемы. Подожди, парень, мы тебе уже дали много денег. Ты не хочешь завершать войну. Условия были продиктованы. Ты не хочешь заканчивать войну ни на каких условиях. То есть тебя это не устраивает. Следовательно, мы будем заниматься вопросами, которые сейчас реально имеют серьезные последствия для всего мира. Ормунский пролив, это же это серьезная проблема. Подорожал бензин. Причем подорожал абсолютно везде. Вот рядом с Испанией есть Андорра. Так вот, некоторые люди туда ехать 2 часа из Барселоны. Чтобы вы понимали, некоторые люди туда ездят заправляться. Это же звучит странно. Что там просто чуть-чуть дешевле получился бензин. Хотя раньше всегда был дороже. То есть меняется событие во всем мире, которое не менялось с началом украинско-русской войны. Потому что все, что привлекло, и вот важно, для людей очень важна связь. Люди любят ассоциации. С чем ассоциируется русско-украинская война? Она ассоциируется с тем, что украинцы вечно недовольны. Там теннисистка сказала, я не буду участвовать с русской в теннисе. И она, собственно, она покатилась как колобок себе дальше. Потому что никто ей, комитет сказал, не хочешь, не выступай, иди отсюда нахрен. Ты бесполезна, от тебя толку нет. А белоруска там чемпион мира, которая показала всем, что такое потенциалы человеческого тела. Потом вот этот сумасшедший со шлемом позорище, который создал кучу проблем, но не решил ни одной. Деньги собрал, никому не помог. То есть Украина в глазах мира – это набор сумасшедших, безумных людей, у которых бред величия, причем абсолютно у каждого, как будто это государство важнее всего. Нет, не важнее всего. У многих других людей заботятся о своем государстве. Венгры делают правильно. Они заботятся о благополучии своего народа. То, чем мы никогда не занимались. И в этой истории... Это, знаете, как же выкатили вот эту историю с звонком Лаврова Сиярта.
И сели прям в лужу. Потому что вышел Сиярт и говорит, да, говорит, звонок подлинный, да. Я говорю это публично, я говорю это и по телефону. Все. Да, да, да. Ну, то есть, тут же как бы, вот, там, Венгрия на побегушках у Кремля. Но все же послушали этот разговор. Ну, то есть, и что, какой эффект это произвело? То есть, обратный, где-то обратный. Потому что, ну, извините, да, говорит, санкции, а о чем должны говорить министры иностранных дел двух стран? Как обойти санкции, как там сестру вывести, как еще что-то, интересы, а кто где, а почему. То есть, сенсации нет, все и так Не это просто, понимают. не просто, Александр, это сам, вот хорошо, что вы на это указали. Это не просто нет сенсации. Тупой, смотрите, тупой колхозный народ считает, что можно отменить кого угодно. Можно ввести санкции против Шелеста. Можно оклеветать Арестовича. Можно наговорить гадости в интернете на Спартака. Можно что угодно сделать, и мир должен этому подчиняться. Тупое колхозное быдло не понимает, что мир строится на других принципах. Миром, как говорил Мураев, управляют сила и интересы. И если человек сильный, и к нему есть интерес, и интерес этого персонажа подкрепляется его силой, не играет роли, что вы там себе думаете. Украинский, именно украинское такое, смотрите, не все украинцы, это важно. Я сейчас хочу сделать эту ремарку, чтобы потом не было недопонимания. Не все украинцы, есть очень много толковых моих сограждан, я с ними в хороших отношениях, мне нравится. Но вот именно вот это тупое быдло, которое считает, что можно коллективно кого-то обнулить, чтобы он перестал существовать, потому что они привыкли к этому у себя в хуторі, понимаете? Это не привыкли, что так вот нам сказали, що це погана людина, ми не будемо її дивитись. Вот такое, понимаете? Это, они живут этим. Это же просто, ну, это низший калибр существования, когда люди реагируют, как животные, на кнут. И вот они думают, что так можно сделать в другой стране. Сейчас мы плохое расскажем про этих людей, и вот их не будут. Выходит премьер-министр и говорит, ну, типа, окей, да, разговаривал. Говорит, у меня теперь только один вопрос. Чьи спецслужбы послушивали? Ну, и по все какому такие, праву, да, и чьи. и все такие, Да. так, блин, подождите, это мы не продумали. Такие, знаете, думают, а что теперь делать? Поймите, Александр, мы привыкли действовать в рамках нашего тупого хуторского колхозного дегенеративного украинского быдла, которое считает, что все можно купить, просто дать денег, что можно просто попросить денег. Потому что, помните, мы хотели подкупить, Зеленский хотел подкупить Орбана. Говорит, я могу дать тебе денег. Он говорит, смотри, маленький, иди отсюда пока. Да, крути педали пока не дали. Потому что ты хочешь мне рассказать? То есть вот это тупое колхозное быдло. Оно сидит в каждом из нас, просто не в каждом из нас оно реализуется. Еще есть такой интересный, для людей, может быть, будет интересно такой диагноз, есть полилалия при болезни пика. Болезнь пика – это неврологическое заболевание, такое серьезное. Так вот, полилалия при болезни пика – это такое стереотипное повторение какой-то фразы конкретной, вот какого-то слова с нарастающим темпом. И вы заметили, что такое ощущение, что вот у нашего вот правительства, вообще у государства полилалия при болезни пика. Незламность. Незламность. А потом повторяют одно и то же слово, это тоже такой симптом логоклония, когда постоянное повторение каких-то конкретных кусочков предложения или слова. И потом санкции, потом потужность. У нас вся сейчас культура, которая есть, она вкладывается в несколько слов. Потужность, незламность, мобилизация. И потому, как часто используются эти слова, мы можем понять ценности государства. Смотрите, ни одно государство в Европе не будет поддерживать то государство, ценностью которого является не идеология, а одна маленькая идея. Тут же маленькая идея. Да. Мы должны продолжать войну. Мы маленькие. Спартак, давайте, вот если так у школе затронули венгров, выходит спикер Министерства иностранных дел Украины Григорий Тихий. И, представляете, дает интервью. Это вообще что-то с чем-то. Я помню при Кулебе, в общем, пытались ввести, ну, это участница шоу «Холостяк», она стала прототипом для искусственного интеллекта, ее как бы срисовали, и она типа голограммой, да, вот типа озвучивает, ну, ноу-хау. Тогда все как бы подходили, применяли, сейчас там новый этап, сейчас это все гораздо современнее выглядит. Ну, короче, запустили не настоящего спикера,
Ну, а какая разница? Все технологичненько. А что там этот Министерство иностранных дел должно сообщать? Ну, какие-то там новости там для украинцев за рубежом, отношения со странами. Все равно это протокольная история, дипломатическим языком выписанная. Так что, ну, то есть, Мгм. такая была идея. Она не пошла. Зарубили этот проект. В общем, эта девочка, она еще такая темненькая, да, там, мулатка. То есть, все, ну, интернационал в духе глобалистическом. Не получилось. И вернулись к спикеру живому. Но чтобы он давал интервью, подкаст, это вот нечто. И говорит по поводу Венгрии. И по поводу, понятное дело, России. И всех уверяет, дружба повреждена россиянами. Я не розумію скарг з угорського боку в бік України і відсутність скарг в бік Росії. Вони жодного разу слово Росія не вимовили взагалі в контексті нафтопроводу дружби, тому що їхні дружочки з Москви цей нафтопровід пошкодили. Пошкодили обладнання його. Він пошкоджений дійсно. Це не То есть, он говорит, вы Украине претензии насыпаете, а вы к России пойдите, Россию пойдите обвините, своих дружочков вот этих московских. Смотрите, выглядит как в детском саду. Да, идентично. А вот он. И понимаете, в чем дело? Ни слова не обсуждают, что Украина там пару недель уже сидят вот эти делегаты, внимание, не венгерские, которые там приехали осматривать дружбу, их сразу развернули и сказали, мы ничего не знаем, пошли вон. А из Еврокомиссии представители нескольких стран, они сидят, а им не показывают, не дают проверить. Не дают и держат вот эту паузу, вот это напряжение, вот эти заявления, прослушки. Ну, то есть абсолютно какой-то сюр. Ну, если Россия повредила, если ты тихий уверяешь, говорит, поверьте мне, Россия ударила, и там, ну, так уже недели проходят. Одна, другая, третья. Так приведи Еврокомиссию, покажи. Вот сюда влетела ракета, вот последствия, вот выкачали, спасали эту нефть, как Шмыгаль рассказывал. Она горела, а мы качали. Ну, это просто не видно, что оборудование, оно внутри повреждено. Ну, так подите, разрежьте. Оно разрежьте, покажите в разрезе, скажите, что это не мы, это россияне обстреляли, и все, вопросы снимутся, и ты тогда будешь прав. Но они качают эту тему, а ничего не получается. Ну, смотрите, скажем так, уже сама Еврокомиссия уже вспоминает Украину с этой дружбой и со всем этим уже, как бы это сейчас не звучало, тихим словом. Потому Тихий абсолютно правильно говорит, что, конечно, нужно, чтобы Россия тоже, пострадала, потому что они же нанесли ущерб дружбе. Но это, знаете, как это повреждение Шрёдингера. Она и повреждена, и не повреждена одновременно. То есть до тех пор, пока мы не знаем точную информацию, мы не можем сказать, повреждена она или нет. А теперь смотрите, важно не то, повредила Россия или нет. Важно другое, почему не пускают комиссию. То есть в этой всей истории не важно, кто повредил. Я могу предположить, что и Россия туда попала. Что угодно, не играет роль. Это все вторично. Первично что? Туда не пускают, не дают возможность посмотреть. Это, знаете, мне напоминает, что когда мужчина изменил, и он говорит, я тебе не изменял, она говорит, хорошо, дай телефон, я посмотрю. Он говорит, нет, ты должна мне доверять. Наши отношения строятся на доверии. То есть, понимаете, и вот если я дам тебе телефон, значит, ты мне не доверяешь, но я не изменял, я тебе честно говорю. И это выглядит очень жалко. Это жалкое зрелище. И, как я сказал уже в Еврокомиссии, товарищи, которые там работают, и журналисты, которые там регулярно находятся. Кстати, журналисты жалуются, но это мой приятель, он из Венгрии, и он является журналистом для Еврокомиссии, делает репортажи. Он говорит, Спартак, это такой сюр, говорит, нам реально говорят, что мы должны вырезать. Сейчас говорят, сейчас выключите камеры. Говорит, мы сидим, и мы не можем понять. И вот мы, говорит, мы выглядим как абсолютные импотенты. То есть он говорит, мы выглядим как импотентные журналисты. Среди нас есть классные специалисты, у нас есть толковые профессионалы. Говорит, мы выглядим как идиоты, потому что мы не можем опубликовать ничего того, что следовало опубликовать. Но им говорят, что
Он говорит, ну я могу в таком в частном порядке тебе сказать, то, что там с Украиной уже никто не считается. Украину считают какой-то, ну, странной. Последний раз поднимался вопрос по поводу того, искренний вопрос, а почему Украина не пускает экспертов из Еврокомиссии посмотреть дружбу? И все таки это мы не понимаем, как бы почему, но что это, мы хотим помочь, мы хотим эти 90 миллиардов, чтобы их выделить, нам необходимо закрыть вопрос по этой дружбе. Давайте мы уже его закроем. Тут возникает тогда вопрос, потому что 90 миллиардов не нужно. У нас есть чем дальше воевать, нам есть за какие деньги жить, нам есть что выплатить. У меня возникает вопрос, у нас есть деньги выплачивать военным, мы можем как-то мотивацию их поддержать, потому что, еще раз, на Святом Духе воевать не получится. Уже видим, что это бессмысленно. Спікери проукраїнські несуть околесицу о том, що ще буде війна тривати багато років. Ну, много лет будет идти война, вы что шутите? У нас ресурс человеческий заканчивается. Мало того, что смертность одна из самых высоких в мире, так еще и, внимание, рождаемость самая низкая. То есть мы, как народ, скоро перестанем существовать. Людей сейчас на латыни в мире разговаривает больше, чем на украинском языке. До чего вы довели? Вы хотели украинский популяризовать? Ну, смотрите, Врачей в мире больше. тут же тоже, ну вот видите, все, у вас стакан наполовину пустой, а например, у Украины наполовину полон. Вот выходит Сибига. Вчера был яркий саммит в Буче. Люди, конечно, в шоке. Ну, Буча, что кто не знает, это не вот это вот все, да, хотя и вот это вот все, то, что Тоже раскрутили Буча, да. и подняли. И вот это то, что стало моральным. Причем там по времени не бьется, многие уже опровергали эту историю, но его так преподнесли, что типа из-за Бучи сорвался Стамбул. Хотя это не так. Но как бы такая мифологема, такой эффект Манделы, то есть уже теперь всех на подкорке, что вот Буча сорвала и так далее. И точно так же, например, что россияне не ушли оттуда во время Стамбула, а это потому, что мы их выбили, понимаете? Вот выбили мы их. Сейчас, когда мы смотрим на эту войну, которая происходит, да, когда там Зеленский потери называет, вот за 3 месяца 89 тысяч человек, россиян, потерь, то есть невозвратных, он там этим гордится, то есть, ну, в общем, такие моменты. Мы понимаем, как тяжело выбить с населенного пункта, особенно городской застройки, одну, другую сторону. Ну, в общем, не суть. Важно. Позитив должен идти. Вот Сибига выходит и говорит, Ближний Восток не помеха для поставки вооружения по программе ПУРЛ. Ну, то есть, выходит Рубио пару дней назад, говорит, слушайте, ну мы, конечно, пока поставляем, но если что, мы можем все изменить. Да, пожалуйста, это наше оружие. Хотим продаем, хотим не продаем. Входит Стефанишина, говорит, нет, они это выполняют контракты, деньги уплочены. Сибига говорит, нет, ничего не меняется. Перенаправлення допомоги на Близький Схід, такі ризики існують. Тому ми прямо про це розмовляємо з нашими партнерами. Я нещодавно повернувся з засідання G7, яке відбулося в Парижі. Я мав коротке спілкування з державним секретарем Марком Рубіо, і ми отримали запевнення, що на даному етапі не йде мова про перенаправлення цієї допомоги в інші регіони. Дякую. То есть, понимаете, в чем дело? Г7, там, где Кая Каллас поскандалила с Рубио, там, где Рубио, ну, это такой достаточно был напряженный, это не вот это Г7, которое все привыкли, да, собрались, деньги выделили, отслюнявили, и, в общем, незламно, потужно, Зеленский герой мира, нет, абсолютно другой. Этот Г7, он ключевой, он переломный. Там был Сибига, говорит, мы с Рубио говорили, и он нас заверил. То есть Рубио выставляют дураком. Он на весь мир говорит, мы как бы поставки идут, но мы в любой момент можем переиграть, если нам потребуется для войны с Ираном, а дефицит там есть вооруженный, поэтому Украину прибудет меньше, а Сибига говорит, нет, понимаете, не прибудет меньше. Ну и заказные разные материалы, это тоже меня поражает. Вот, например, в Bloomberg, да, опять-таки, еще раз, я подчеркиваю, это типа Bloomberg Opinion, то есть мнение, да, колонка. Решение Трампа начать войну на Ближнем Востоке ослабило позиции Украины, снизилась поддержка США, выросли цены на нефть. Это помогает России, а внимание и ресурсы Запада переключились на Иран. Вашингтон также усилил давление на Зеленского, требуя уступок России. Однако, несмотря на это, Киев стал менее зависим от США. Перемога! Американская помощь сократилась, вместе с ней рычаги давления Вашингтона.
Украина научилась адаптироваться, развивает технологии беспилотников, усиляет удары по России, частично компенсирует военное отставание. Зеленский занял более жесткую позицию, начал искать новых партнеров и поехал на Ближний Восток, предлагая военные технологии в обмен на ресурсы. Это усилило состоятельность Украины. Вообще, все вот смотрят и говорят, Украине там плохо стало от Ближнего Востока, а оказалось хорошо. Кулеба выходит, говорит, так хорошо, если НАТО развалится и США выйдут из НАТО. Это сделает пост-НАТО из Европы агрессивнее, злее, решительнее. Все же оглядывались на США, так никто не будет оглядываться на США. И нам, получается, переворачивают пластинку. Александр, не на что будет оглядываться, если из США, из НАТО выйдет США. Вы можете себе представить, ну, это же даже забавно, я не знаю, это как-то звучит странно. Если США выйдет из НАТО, и в НАТО останутся люди, у которых технологии из говна и палки в дефиците, скажем так, честно говоря. Потому, не знаю, звучит очень хорошо. Вы правильно сегодня, вы начали этот наш эфир с очень хороших слов. Вот, знаете, он прям заголовком так вот звучит у меня. Вот все, о чем мы сегодня говорим, это хорошая игра, плохая игра при хорошей игре. Понимаете? То есть реально все выглядит так жалко и плохо. Например, тезис Сибиги. Для меня он звучит следующим образом. А мы так и хотели, чтобы нас вот здесь вот так вот наказали. Это был наш большой загадочный план. А какой конец плана, мистер Сибига? Смотрите, мы пока разглашать не можем, потому что мы еще не знаем, как сильно нас будут унижать. В зависимости от степени унижения мы адаптируем план под процесс переживания этих унижений. Но вы точно хотели этих унижений? Да, конечно, мы хотим. Смотрите, как нам приятно. Вот сейчас вот случилась ситуация с Ираном. Нам это ж только на руку. Смотрите, во-первых, дорожает бензин. Что это значит? Это значит, что будет больше денег у людей. Люди, как вы это связываете, мистер Сибига? Людям нужно будет больше зарабатывать, будут больше работать, пойдут на фронт. Понимаете? То есть вот этот паралогизм, он пропитан, вернее, все в этом государстве пропитано паралогизмом. Люди не совсем понимают, что за увеличением цен на энергоносители следует увеличение цен абсолютно на все. На хлебушек, потому что энергоносители определяют то, как быстро и эффективно будет производиться ваш хлебушек, как он будет доставляться, как будет работать служба поддержки, как будет работать служба снабжения. Люди не понимают этого. Вернее, ладно, давайте так. Многие люди это понимать, ничего сделать не могут, а другие, наоборот, типа радуются. Вот смотрите, вот мы поехали помогать Ирану. Там, я не знаю, умерли люди в Арабских Эмиратах, которые были наши или нет. Я не знаю, есть у вас информация, но не в этом даже суть. Сам факт того, что это потенциально возможно, что наши люди могут умереть на территории чужого государства, в чужой войне, в то время как у нас есть своя. Может, мы разберемся со своей. Опять для меня это, знаете, я люблю вот эти метафоры с алкоголиками и бомжами, потому что, в принципе, другие метафоры на данный момент в Украине применить очень сложно. И я вот смотрю, как это все равно, что женщина, которую постоянно избивает муж, она рассказывает о том, как у Гали из соседнего подъезда плохие отношения, потому что муж не подарил ей сирень на 8 марта. То есть для меня это выглядит вот так вот. Понимаете? То есть это абсурд. Мы пытаемся найти проблемы в других государствах и оправдать собственное неблагополучие нежеланием других государств переключить внимание с внутренней политики на внешнюю, на украинскую. Но опять-таки, почему о нас кто-то должен заботиться? Скажите еще раз. Да, вот просто не могу понять, почему нам вообще должны давать деньги? Потому что мы щит Европы? Да никто не собирался на Европу нападать. Никогда не было проблем с Европой. Россия всегда с Европой нормально взаимодействовала. Ни разу не угрожала, нормально взаимодействовала. Нету логической цепочки. Она всегда начинает зарождаться, потом прерывается. И, естественно, чем больше ты говоришь глупости, например, как Сибига. Для меня Сибига — это отдельный мем. Даже когда он перестанет существовать как политическое лицо,
когда у меня будут дети, я буду показывать им пример того, как разговаривать, ну, там, не надо, например. И потом буду показывать людей, как разговаривать надо, как надо использовать риторику. А это наш глава, ну, министерство... Вообще, конечно, иностранных дел. лютое позорище, смотрите. Да, Вот и мне если просто мы так, стыдно. если мы так перенесемся назад, ну, это прям как к 1 апреля этот саммит в Буче, вот честное слово. Ну, вот выходит Кая Каллас. Смотрите, до этого посол ЕС говорит, не будет Украины в ЕС. Мы знаем, что Зеленский хочет дату. Сама идея поставить какую-то дату, это, в принципе, хорошая, мы не против, но вписывать эту дату в мирное соглашение тоже, в принципе, можно, например, да, заключить мир по Украине с россиянами, а там когда-нибудь царя Панька вписать какую-то дату, потом уже можно... Это же бюрократы, они так себя, ну, и так и ведут. В принципе, идея неплохая, но мы не готовы, например, не будет этого. Кая Каллас, вот все думают, что приезжала, пробки бешеные в Буче были, не проехать, вот эти все выступления, что-то как мощное зарядит. Ну, зарядила, говорит, Россия хочет не только Донбасс. А по поводу главного вопроса, ну так, когда вступление в ЕС, давайте как-то, ну вот она отвечает примерно как и всем. Примерно как и всем. То есть она говорит, да, мы ходили по Буче, смотрели, какой там брутальный российский солдат, как он вот это вот все. Ёлки-палки. Ну, простите, 4 года прошло. 4. Уже эту Бучу можно было снести всю нахрен, выстроить новую, поставить там, ну, не знаю, там, сделать небоскребы туда выстроить, понимаете, за эти деньги, которые даются. Ну так а що по Європі? Якщо подивитися на минулі розширення, то це завжди було і геополітичним. Але водночас це також, знаєте, реформи, які мають здійснити країни, що приєднуються до Європейського Союзу. Ось чому сьогодні ми з прем'єр-міністром багато обговорювали, як просуваються реформи насправді. Тож важливо, щоб Україна робила свою роботу. Але також важливо, щоб ми робили свою роботу зі свого боку. Я не можу назвати конкретну дату, але, безумовно, це мій інтерес, моє бажання, щоб Україна незабаром приєдналася до Європейського Союзу. Дякую. Феноменальный ответ. Я так экзамен по эндокринологии сдавал, кстати. Торт такой огородил. Лепишь Горбатова, да, и просто на ходу что-то придумываешь, а в глазах препода уже видишь, что идешь на пересдачу. Понимаете? То есть это вот так работает. Если бы, знаете, вот всех бы устроило, если бы они сказали, ладно, все, мы скажем дату. 2400, и там дальше любая цифра. Наші, все, нас беруть у НАТО. В 2400 якомусь там році мы вступаем. Дайте им хоть какую-то цифру, нереалистично. Нет, они начинают вот это вот... И понимаете, что у нее же нет логики в том, что она говорит. Потому что мы все хотели бы, но мы не знаем. Естественно, мы заинтересованы, как и все другие страны. Нам нужно все сделать так. То есть это очень дешевый прием, который используется в риторике и дебатов, называется соломенное чучело. Нам нужно упростить аргумент, и вот этот аргумент, который мы упрощаем, его нужно исказить и привести как основной. Теперь смотрите, в чем суть. Она не стала говорить про то, когда Украина вступит. Она стала говорить про условия, которые должны выполниться. Удобно? Удобно. И попробуй теперь докажи, что нет. Может ли Украина выполнить эти условия, находясь в войне? Не может, Александр. Не может не потому, что у нас плохие даже управленцы. И не потому, что народ не понимает, он одурачен. Не может, потому что это невозможно с экономической и с политической точки зрения. Давайте посмотрим правде в глаза. Мы не могли это во время мира сделать. Мы не могли это реализовать в мирное время. Потому что это сложно, это реально сложно. Это не так просто, как кажется. А во время войны тем более мы всем должны, всему миру. Не удивлюсь, если мы еще Иран уже должны, понимаете? Ну, у нас же, смотрите, у нас же какая история? У нас же все сейчас, ну, военные, давайте слушать военных, это же наша совесть, это же наша... Ну, вот выходят военные, то есть из Азова, там у нее какой-то позывной девушка, Гой-Хой, короче, выходит и выдает, що ждет Україну після війни. Ми всі там прекрасно знаємо, що після воєнного стану найбільш імовірний режим політичний, який може настати в країні, це досить ймовірно, що це буде хунта.
Хунта це військова адміністрація, це при владі займається розбудовою, відбудовою держави і так далі. Чи вона буде супер видима, потужна і прям чітка і заявлена як хунта, чи це буде більш спрощена, демократизована історія, але все одно вона буде мати елементи хунти в Україні, ніхто не знає. Але історично, да, там з точки зору, якщо ми подивимося історично на інші конфлікти, ми бачимо, що хунта це досить така чітка історія, яка може статися. То есть, ну, давайте примем на веру ее вот эти рассуждения. Хунта. Вполне себе хунта. Ну, или там какая-то демократическая хунта. Понимаете? И вот вы говорите, во время войны можем вступить? Не можем. Это невозможно. Хорошо, война заканчивается. Вот, ближайшие 2 месяца. Вот, например, да, США додавят, денег не дадут, в общем, будут ерзать, Зеленский сделает или такой демарш, или, в общем, смоется, или наоборот перевернется и станет... ну, сейчас о Зеленском поговорим. То есть, смотрите, и вот заканчивается война. Девушка говорит, что после любых войн исторически, ну, хунта приходит к власти. Хорошая или плохая, это уже как бы история, ну, хунта. Так подождите, а у нас Евросоюз хунты берут? Это государство хунты, кандидаты в члены Евросоюза? Ежу понятно, что и после войны, ну, шиш с маслом, а не Евросоюз ждет Украину. Понятное дело. Проблема только они даже не, ну, знаете, как говорится, не только лишь все, словами классика. Понимаете, он, вот этот спикер не совсем понимает, эта барышня не совсем понимает, что такое хунта. Вот она говорит, что там придет к власти хунта. К власти хунта не приходит, она завоевывает власть. Это первое, потому что хунта это, ну, всегда переворот. Второе, форма правления, она не понимает, что такое форма правления, что такое государственное устройство. Она путает эти понятия. Там форма правления – это просто диктатура, военная диктатура. Не нужен представитель в Европе с военной диктатурой. Никому никогда не нужен был. Потому что военная диктатура не имеет сильную финансовую поддержку, потому что она не умеет ни с кем договариваться, она имеет очень ригидные позиции. Не получится. И если в стране, ну, допустим, в нашей, есть такое представление о том, что это может быть эффективно, но я хочу посмотреть, как военная хунта поднимет экономическую позицию и как она будет работать с демографией. Заставит сношаться людей? Что они будут делать? Ну, я хочу просто, дайте мне этот рецепт. Подскажите, как это будет работать. Никак, потому что они не понимают главных вещей. Политика строится не просто силовым путем. Силовой путь – это удержание политики. То есть для того, чтобы ее удержать, ее, Александр, что нужно сначала? Сделать, создайте что-нибудь, еще не тут же, придумали. понимаете, тут же она вот так исторически, ну, извините, что я там привык серьезно относиться к бреду малообразованных людей, но или там видеть знаки в каких-то событиях, да, вот знаки, да, это наверное, горе от ума, есть такое, но смотрите, тут же какой смысл? Тут же смысл, что так или иначе придет хунта или с элементами хунты, как я предполагаю, с точки зрения исторического процесса, война закончится плохо. Вопрос только, быстро или нет. Ну, то есть, она уже плохо, будет хуже. Вот эти все там рассказы Гордона, что выйдет ВСУ к Каспийскому морю, это, конечно, это потрясающе. А он такое говорил? Да. Ему кто-то передал, он говорит, это, знаете, как мне нравится вот эта история, там, помните, был проект с Анфисой Чеховой, и она постоянно повторяла, одна моя подруга, он говорит, сейчас какой-то там очень уважаемый человек со мной поговорил, говорит, у нас все... В третьем психдиспансере. Я с ним разговаривал целых 15 минут. Пока ждал таблетки. Есть, так сказать, шансы выйти к Каспийскому морю у ВСУ. Ну так, пообщались. Но тут же другой момент. Это может произойти, если власть будет валяться под ногами. Простроим дальше эту цепочку. Как это сделать, что власть валяется под ногами? Сейчас очень интересный, как бы, не верю в соцопросы, но интересные опросы приходят. Значит, ну, во-первых, за отношения украинцев. Выигрываем, проигрываем войну. Примерно одинаково по 19,5% думают, что мы выигрываем, и думают, что мы проигрываем. Все остальные думают, что это тупик. Ну, то есть, вот так. Из этого же опроса 53% украинцев против мирного соглашения на условиях вывода ВСУ из Донбасса. Против 53.
15,7 поддерживают такое предложение. 24,8 считают, что соглашение можно заключить при условии, если указанная территория будет, ну, типа, не доставайся что никому, ни российская, ни украинская, миротворцы там будут. И вот эта тема давления Зеленского как бы Донбассом обретает уже прямую конфронтацию на этом Бучанском саммите. Он вчера так и выходит. Говорит, Россия давит на Америку, а должно быть наоборот. Я вважаю, що сьогодні Росія тисне на Америку. Я вважаю, що Америка може тиснути на Росію. Сьогодні Росія тисне на Америку, тому що наближаються, як вони називаються в Америці, midterm elections, так? Наближається цей момент. Зрозуміло, що Сполученим Штатам треба робити різні кроки в внутрішній політиці, в зовнішній. Так, ми дуже надіємося на переговорному треці все ж таки повернути питання знаєте, в логіку, а не в емоційність Росії. То есть у России эмоциональность надо вернуть в логику. Ну так, а логика какая? Что россияне давят на Америку? Ну это понятный прием. Он до этого рассказывал, как на него давят американцы. Да, а это потому, что россияне давят на Америку. Такой паровозик давления. Бабка за детку, жучка за бабку, ну вот это вот, да, и потянут репку. Вытянут, как вам кажется? Знаете, как быстро поменялась риторика от «Россия уже проиграла», «Россия давит на Америку». Это цирк. Я буду откровенен, несмотря на то, что я слушаю много ваших выпусков с разными экспертами. У меня есть любимые эксперты, я думаю, вот меня в комментариях поддержат. Там, мне нравится Щейлин, Алексея слушаю Мураева. И я не знаю, как она на самом деле. Ну, то есть, как обстоят реальные дела, я могу смотреть только с клинической точки зрения, потому что у меня есть клиническое мышление. И вот потянут они, вытянут или нет, я не знаю, буду откровенен. Но выглядит это так, как будто бы каждый следующий участник, который начинает что-то тянуть, он становится, беднее и хуже себя чувствует. То есть как будто бы нету перспективы. Не в том смысле, что все обречено, мы все умрем. Я не об этом. Я о том, что я не вижу положительного результата. В любых действиях должен быть положительный результат. В этой истории сейчас страдают абсолютно все. Россия страдает из-за того, что украинцы копеечными дронами разрушают их НПЗ. Да, как сказал опять-таки Мураев, пока что на экспорте это никак не сказалось. То есть не сказалось на экспорте. Но посмотрим, как оно будет дальше. То есть российская сторона ничего с этим не делает. Украинская сторона никак не улучшает качество мобилизации. Не дают больше денег, не улучшают условия, усугубляют процесс этой бусификации, то есть насильственной мобилизации. США делает вид, что все идет по плану. Я так и хотел обмочиться себе в штаны. Все, это был план такой, я так и хотел. Иран, просто агрессивный мужик с ножом, говорит, смотрите, я вам сейчас тут всем покажу. Да, я, конечно, говорит, от меня ничего не останется. Но я-то и не особо ценный участник. Но я нахожусь в таком месте, где знаю очень ценных людей. И я буду создавать им проблемы. Как одна бабка может парализовать весь подъезд. Бесконечно вызывать скорую, говорит, что у меня под домом и полицию, у меня под домом наркотики варят. Вы знаете, да, люди в деменции, они непобедимы. И вот получается так, что во всей этой истории никто вообще не выигрывает. Европа проигрывает Россия, проигрывает Украина, США сейчас терпят колоссальные убытки. Понимаете, дрон за 50 тысяч, его чтобы сбить, нужна ракета хотя бы за 500 000, за миллион. Это ж, это колоссальные деньги. Израиль ничего не выиграл в этой истории, хотя выглядит достойнее остальных, потому что за него впрягаются, старший брат за него впрягся. Единственное в этой истории, вот мы никогда не упоминаем, мы с вами, никогда не упоминаем, простите, что сейчас это вы меня об этом не спрашивали, но я скажу, мы не упоминаем Китай. Мне кажется, Китай со стороны на все это смотрит и думает, да ну нахрен. Знаете, как в этом фильме про экзорцистов? Смотрит на это и говорит, да я туда, говорить, даже вмешиваться не хочу, я даже комментировать это не буду. Посмотрим, будем думать, у кого дешевле купить. Потому, мне кажется, они сейчас потянут, и та репка, которую они вытянут, эта репка, это, знаете, как этот снаряд, который почему-то не взорвался с 1941 года. Вот они его вытянут и такие типа, вот оно что. И снаряд взорвется. По поводу мобилизации вы так говорите, да?
тут же улучшить мобилизацию. Сырский выходит позавчера с каким-то таким очень интересным интервью, где он очень мягок. Вот он прям, вот, и я прям вижу в этом какую-то смену какого-то большого движения. Да, хотя вот нам Федоров обещал, тут же такой был момент, да, ну, сегодня 1 апреля, да, и, значит, с 1 апреля там должны были все на свете заглушить в России, да, то есть и все это обсуждают. А в Украине должны были изменить подходы к мобилизации. Аж бедный Минобороны вышел, сказал, что нет, это типа, ну, в общем, будет позже, мы потом расскажем. Прям все написали, что с 1 апреля как-то по-другому будет мобилизация. И Сырский выходит на этом фоне, говорит, мобилизация должна быть безболезненной, мобилизация должна, чтобы сопровождали человека, нам нужны мотивированные люди. Но в том же интервью, которое ему сделали политтехнологи, безуглая, можно к ней по-разному относиться, но она молодец. Она сразу нашла вот этих Анну Маляр, криминалиста, она нашла Карпяка, ведущего телемарафона, который пафосно уходил в десантники, а оказался спикером и, ну, как бы в пресс-службе у Сырского в десантуре ДШВ, да, а потом у Сырского, как бы, они там вместе с ним организовывали это интервью, да, это видно, что это прописано, это стратегическая вещь, то, что он говорит, достаточно мягко. Ну, говорит, как умеет, но, тем не менее, затронули же вопрос ухилянтов. Що ви сказали тим, хто от сьогодні намагається уникнути військової служби? От як зверніться до них, що б ви їм сказали найперше? Вообще вопрос потрясающий, да? Главкому сейчас идет война. То есть война не останавливается. Прилеты сумасшедшие, воздушная война, на фронтах все ждут, пока вот высохнет, подсохнет. И, короче, сейчас Славянск под угрозой, Краматорск. Ожидается наступление на запорожском направлении, российское. Ожидается там какие-то рассказы о том, что то ли Украина пойдет на Сумском направлении вперед, то ли Россия. То есть Харьков там под угрозой. Вот эта вот история с подрывами дамб в районе Купянска, там севернее Славянска. То есть на самом деле, ну, серьезно, они сидят где-то в лесу на фоне какой-то машины, и журналист спрашивает, обратись к ухилянтам. Что бы ты сказал ухилянту? Ну, найперше, ми всі громадяни нашої держави, і ми повинні виконувати свій громадянський обов'язок. І зараз, коли агресор наступає, значить, ми маємо виконати свій обов'язок. Ми маємо захистити державу, захистити наших дітей, наших всіх рідних, близьких. От. Тобто, я не знаю, як вони будуть дивитися після війни в очі один одному, своїм дітям. От, напевне, тут більш такий моральний, значить, стимул повинен бути, а і усвідомлення свого обов'язку, що це не просто слова. Ми ж всі воюємо. И птички поют. И вот это не просто слова, это моральный долг. А по поводу вот этих улучшенных вещей Костенко, депутат, тоже недавно высказался, тоже говорит, где стимул искать? Так вот Сырский предлагает в моральном аспекте, Костенко предлагает в идеологическом. От ми часто говоримо про мотивацію, і всі під мотивацією розуміють якісь блага. І ми даємо оцю мотивацію, от ми дамо більше коштів, там, ми дамо, і навіть в мене законопроект написаний там, про деякі речі, які там для людей, які вже служать, давайте їм давати більше. А мені здається, що ми упустили оцю ідеологічну мотивацію свого часу. Найбільша мотивація для нас має бути те, що завтра сюди прийде ворог і буде вбивати вас, вбивати, ну, мається на увазі народ наш, буде нищити наші домівки, буде, я не знаю, гвалтувати наших дітей, знищувати нашу ідентичність. Оця мотивація, і оце мало звучати з першого дня взагалі повномасштабного вторгнення. І оце має бути основною мотивацією. А ми зараз, знаєте, якось все переносимо, контракти за гроші, те за гроші, намагаємося те, що ми пропустили ідеологічно, те, що, ну, влада не допрацювала, намагаємося це компенсувати грошима. На жаль, воно не працює. Воно не працює. Не работают деньги, не работают. Надо вот что придет, и Сырский об этом говорит, и Костенко. Что это за нарратив? О чем он свидетельствует? Я еще раз подчеркиваю, это прописано стратегически. Это не то, что... Это схематически вырисовано. Вот сейчас, на 5-м году войны, апеллировать к тому, что сейчас придут русские и будут грести путинские ТЦК тебя, а не свои. Вот эти бьют, уничтожают, убивают, драки, все, но это же как бы свои, а там же ужас и кошмар будет. Это неразумно, потому что если даже русские бы пришли на территорию Украины, то последнее, что им нужно было бы, это создать конфликт с жителями
Ну, то есть с теми, кто живет на этой территории. Они бы создали совершенно другие условия. Есть примеры там Мариуполя и другие, там, скажем так, Донецк. Да, были насильственные мобилизации, но они не сравнимы с тем, что происходит сейчас. Но ладно, тут это такое, можно продать сколько угодно, но то, что он рассказывает по поводу мотивации, это смешно, потому что сам по себе мотивация – это такой психофизиологический процесс, который побуждает человека к деятельности, к какому-нибудь типу действия, чтобы удовлетворить потребности. И есть на самом деле это такой маленький, знаете, как интервенция, что это такое. Есть положительная мотивация – это когда человек движется к какой-то награде, к удовольствию. Отрицательная мотивация – когда человек уходит от страха, от наказания, делает что-то, чтобы избежать. И в данном случае нужно учитывать, что есть некоторые элементы, поддерживающие мотивацию. Например, для поддержания мотивации работает лучше, поддержка мотивации работает лучше, когда понятно, для чего совершается действие. И большие проекты пугают человека. То есть большие масштабы человека пугают, он не может мотивироваться чем-то большим. Победа над ядерной сверхдержавой – это большая, я не говорю нереалистичная, большая цель. Человек не может себя ее мотивировать. Это первое. Второе, у него нет понимания, нет идеи. Вот он говорит за идеологию. Никто никогда не воевал за идеологию без блага, если иметь психические показатели в норме. То есть только сумасшедший может реально... Смотрите, я вам говорю как психиатр, что только человек с серьезными психическими расстройствами без явной мотивации может действовать. Потому что Погодите, давайте, смотрите... Я, конечно, понимаю, что нашим вот этим воякам, Костенко этому, Сырскому, которые там, как вы будете смотреть в глаза уклонистам, им нужны вот примерно такие бойцы, как в Северной Корее. Тут вышел один товарищ, его там тоже записали с ним подкаст, есть такой Корякин, позывной Восточный, он там был в 2015 году, я был по оккупации, партизанил, и вот сейчас он типа на уровне героя рассказывает нам о том, что не могли взять в плен корейцев, северных корейцев, а когда взяли, то на них натягнули боксерські перчатки. І от зачем? Було цікаво би поспілкуватися з корейськими полоненими, але їх було важко брати у полон. Тому що, наприклад, там перший військовополонений з Північної Кореї, він просто вбив себе, перегрив собі вени, просто відскрив. Тому наступні полонені з Кореї, вони вже були в таких перчатках боксерських, ви бачили, вся країна бачила. І ніхто не розумів, чому вони в цих перчатках, що з їх руками, там, це неправильно було, це, щоб просто вони дожили до якогось там допиту, щоб їх хоча б показати всьому світу. Хотя бы показать, понимаете? Понятно, что нужны вот такие обезбашенные, но ведь это же определенный уровень. Это понятно, что это ненормально, но это как бы простой человек на это не способен, но это военный, он корейский военный. Ему связали руки, его как бы, да, везут, там глаза ему завязали, везут куда-то. А он зубами нащупывает вены на связанных руках и, вот так вот ведет. Вот, то есть, понимаете, вот это что? Это мотивация, понимаете? Вот такие нужны, вот так нужно воевать. Это вот такая крайний такой пример. Такое возможно в условиях жизни, как в Северной Корее. За такое государство я, например, воевать не готов. Я думаю, кстати, подавляющее большинство военных тоже, потому что не бьется предложение с реализацией. Вот у них предложение. Мы должны там, грубо говоря, сражаться за своих близких, за свободу. Но это же не свобода. Это не признак свободы. Потому не бьется то, что они говорят, с тем, что они предлагают, как они предлагают действовать. Это первое. Второе, на что я тоже хочу обратить внимание, что как будут смотреть в глаза мы все граждане этого государства, и вот мы должны защищать своих близких. Так люди, которые вывезли близких, защищать их уже как бы там и не должны. Они защитили их цивилизованным путем. Война – это, поймите, война – это способ решения конфликта довольно жестокий. И люди в цивилизованном мире не хотят решать этот конфликт. Они готовы выбирать любые другие способы для того, чтобы это не делать. Есть категория людей, среди моих знакомых тоже есть военные, которые вот по зову души пошли туда. Но они никого никогда к этому не склоняют. Они не рассказывают, кто ухилян, кто не ухилян. Им все равно, им нет никакого дела до этого. Но когда человек начинает делать акцент на том, внимание, Александр, когда человек начинает делать акцент на том, что ты являешься недостаточным в условиях несоблюдения общей повестки, это говорит о внутренней сепарации. Это сепаратисты. Вот как выглядит сепаратист.
Да, сепаратисты. Ну и финальный, скажем так, момент, который я хотел бы сегодня с вами обсудить, он очень важный, это вы так касались около, давайте вот точку поставим, ну как, эпицентр, да, нащупаем конкретно в вопросе уехавших. Вот этот же Тихий, который громкий, из Министерства иностранных дел, говорит, хотели бы, чтобы украинцы вернулись. Звісно, для нас, як для держави, ми хотіли б максимального повернення людей. Це зрозуміло. Тобто, насправді, ситуація і на ринку праці, і загалом вона, я просто не хочу робити якісь клікбейтні заголовки, але всі розуміють, наскільки вона погана. Погана, дуже погана. І з точки зору держави, максимально повернути максимальну кількість людей, звісно. Конечно, хотели бы, чтобы они вернулись. А вот как, ну это Тихий. Но вот как сегодня буквально в эфире украинский демограф украинцам рассказывает об этой ситуации. Що пов'язане з війною, то за різними там оцінками міжнародних організацій, це біля 6 мільйонів людей виїхало. Більше половини, 50, здається, 7% – це жінки. Трохи менше чоловіків там. Але тут слід врахувати, що, наприклад, на початок повномасштабного вторгнення в країнах Європейського Союзу посвідку на постійне проживання мали десь більше 1,5 мільйонів українців. Тобто це теж дуже колосальне число, велике. Плюс війна. Ми не знаємо, скільки людей повернеться і що буде, так би мовити, далі. Але виникає питання, що чому люди виїздили і до війни? І як на мене, тут більше внутрішні проблеми. Щось людей не задовольняє в Україні. І тому вони їдуть там, де вважають, що там, де краще. Я не знаю, буде їм там краще чи ні, але тим не менш така мотивація є. Людина ж не поїде туди, де їй гірше, найгірші умови. Тобто вони бачать, що в Європі кращі можливості реалізації. Можливо, краще працює правова система і так далі. І ці питання треба досліджувати так, щоб проводити внутрішні реформи і щоб люди не виїздили з нашої країни. Більше відео То дивіться есть на YouTube-каналі. мы понимаем, что, ну, это ведь прям как бы золотые слова, и, казалось бы, это секрет Полишинеля. Уезжали и до. А сейчас так тем более. Правда, цифры, конечно, он называет такие скромные, понятно, чтобы не шокировать. Вернутся украинцы, и что делать, чтобы украинцы после войны вернулись? Как вы видите? Не вернутся. Мое мнение такое. Давайте так, с точки зрения психического благополучия, те опросы, которые проводятся среди групп переселенцев, качество жизни, благосостояние и финансовое состояние людей, выехавших из Украины, начиная с 2022 года, улучшилось в среднем на 140%. В среднем на 140%. Люди, которые уехали с 2024 года, начиная с 2024 года, их уровень благополучия улучшился втрое. То есть люди, которые пожили в Украине, а потом, ну, имеется в виду вот все это время, пока еще и мобилизация была, и потом уехали, качество жизни сильно улучшился. Причем, ну, это внутренняя статистика, которая постоянно пересматривается. И люди живут сильно лучше в Европе. Нет причин воевать за государство, которое тебя не любит. Нет причин воевать за государство, которое не сформировало устойчивую идеологию. Вон там говорят, почему воюют, например, почему израильтяне воюют за Израиль. Ну, государство создало условия, чтобы израильтяне хотели за Израиль воевать. Государство Украины не создало никаких условий. Все просто понимают, что власть воровата, ее все не любят, ее все презирают. Никто так не ненавидит свою власть, как украинцы и, ну, вообще, в принципе, страны постсоветского пространства. Все ненавидят свою власть, и это именно тенденция. Они не создали условий, нет никакой внутренней или внешней мотивации, не сформировано никакое число институтов, которые будут помогать людям адаптироваться. Люди уезжают за границу, и они видят, что к ним чужие люди. Вы знаете, как мы всегда говорили, ты там чужой. Да, но когда ко мне чужие люди относятся лучше, чем родные, возникает вопрос, родные ли мне эти люди, которые со мной там жили, там, где я жил раньше. И люди будут всегда стремиться к улучшению качества жизни. Еще несколько лет, если реально то, что говорят эти идиоты у власти, несколько лет продлится война, Александр, украинцам дадут другой статус. Дадут вид на жительство, кому-то дадут гражданство. Какой смысл будет возвращаться туда, где надо будет строить все с нуля? И вот у меня всегда возникает вопрос к тем спикерам, которые говорят, мы поднимем Украину. Мы это кто?
Ты будешь у власти, я понимаю, что ты будешь как бы стремиться к этому. Но Украину там будет поднимать руками обычных работяг, которые, внимание, заслуживают на жизни меньше, чем все остальные. Потому я желаю оставаться всем в безопасности, всегда выбирать себя. Никогда не выбирайте государство. Государство плевать на вас. Выбирайте себя, заботьтесь о себе и о своих близких. Это самое главное. Спартак Суббота был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр, вам. Друзья, благодарю, что посмотрели это видео. Берегите себя и друг друга, добра и света. Несмотря ни на что. Ну и с 1 апреля.